Напиши сценарий для скетча. Всем привет. Я попросил университет сценарий, и мы снимем по нему скетч. Сначала давайте прочитаем сценарий. Название «Кулинарная забава». Персонажи. Андрей, инструктор кулинарных классов. Мария, амбициозная студентка. И Павел, неуклюжий, но веселый студент. Всех персонажей буду играть я. Сценарий. Кулинарный класс. Андрей. Привет, ребята. Сегодня готовим шоколадный пудинг, но будьте осторожны, вас ждет сюрприз. Мария. У меня есть семейный рецепт. Это будет легко. Павел. Надеюсь, мои кулинарные неудачи меня не предадут. Студенты начинают готовить пудинг. Это только начало сценария, поэтому оценивать его пока что не будем. Читаем дальше. Андрей говорит. Кажется, у Марии есть план. Павел, пожалуйста, не разливай муку повсюду. Разливай муку. Ладно. Студенты завершают готовку. Андрей говорит. Время приготовления самое интересное, но перед тем, как пробовать, давайте расскажем анекдоты о кулинарии. Студенты начинают рассказывать анекдоты. Андрей говорит. Отличные истории. Теперь переходим к главному. Студенты пробуют пудинги. Мария говорит. Мой рецепт оказался удачным. Павел говорит. Да уж, хоть не сгорело. Я не знаю, как оценить этот сценарий. Давайте прочитаем его до конца. Внезапно пудинги начинают прыгать, и из них летит конфетти. Все смеются. Андрей говорит. Сюрприз. Давайте отметим успешное завершение нашего урока. Студенты активно участвуют в праздничной атмосфере с конфетти и смехом. Конец. Что могу сказать про сценарий? Хорошим его не назовешь, но он и не супер ужасный. Так как уже поздно, снимать скетч я буду завтра. Я проснулся. Давайте сделаем небольшую раскадровку для скетча. Когда Андрей будет обращаться к Павелу и Марии, я хочу, чтобы они сидели на одной кровати. Ну вот, допустим, кровать. Вот тут вот сидит Павел, а с другой стороны будет сидеть Мария. Потом они будут готовить этот пудинг. Павел первый пробует пудинг, потом его пробует Мария. Теперь начинаем снимать. В этой футболке я буду играть Андрея, который инструктор кулинарных классов. Сейчас я буду снимать все сцены с Андреем. Итак, все сцены с Андреем сняты. Теперь мне нужно сыграть роль Павела. Что нам для этого понадобится? Футболка и кепка. Павел. Теперь мне нужно снять сцену, где Павел и Мария сидят вместе. Сначала я сниму, как я говорил, себя в этой одежде. Потом я делаю из себя Марию и снимаю уже Марию. Так, прикрепляем сюда. И теперь нужно вставить сюда телефон. Примерно вот так это будет выглядеть. Я сяду где-то вот здесь. Потом, когда я буду уже Марией, я сяду где-то здесь. Ну ладно, все, начинаю снимать. Теперь мне надо снять, как студенты готовят пудинг. Я сниму, как Павел что-то режет. Так как нож я использовать не буду, вместо ножа я возьму, ну вот это, не знаю, что это. Теперь мне надо снять, как Павел разливает муку. Для этого отправляемся в другую комнату. Я взял немного муки. Сейчас надо снять, как Павел пробует пудинг. Я снял все сцены с Павелом, поэтому теперь эта кепка мне не нужна. Итак, перевоплощаюсь в Марию. Мария. Чтобы сделать волосы, я взял свою футболку и одел рубашку. Когда Мария будет пробовать пудинг, будет пробовать она его карандашом. Ну, не знаю. Все. Я все снял. А теперь посмотрите результат.
Кулинарная забава. Привет, ребята. Сегодня готовим шоколадный пудинг. Но будьте осторожны, вас ждет сюрприз. У меня есть семейный рецепт. Это будет легко. Надеюсь, мои кулинарные неудачи меня не предадут. Потом они начали готовить пудинг. Кажется, у Марии есть план. Павел, пожалуйста, не разливай муку повсюду. Они завершили готовку. Время приготовления самое интересное, но перед тем, как пробовать, давайте расскажем анекдоты о кулинарии. Не знаю зачем, просто давайте расскажем. Теперь Павел. Колобок повесился. Отличные истории. Теперь переходим к главному. Пробуйте пудинги. Мой рецепт оказался удачным. Да уж, хоть не сгорело. Что это? Это сюрприз. Давайте отметим успешное завершение нашего урока. А как мы теперь будем кушать пудинги? Да не знаю я. Спросите, куда я еду? Еду я к своему другу. Я хочу записать его реакцию на этот скетч. Сначала я дал прочитать ему сценарий. Название «Кулинарная забава». Персонажи. Андрей. Инструктор кулинарных классов. Мария. Амбициозный. На столе ингредиенты для пудинга. Ну, мне лень вслух читать. Короче, читай про себя, просто если будут какие-то моменты, которые ты бы хотел сказать свое мнение о них, то говори. Реально выглядит как будто двухлетний ютубер, ну типа, ты сказал такой: всем привет, ребята! Кстати, чат ГПТ это часто делает. Господи, какие анекдоты! Что Я это тоже не такое? понимаю, тоже не Зачем? Не знаю. Студенты начинают рассказывать анекдоты. А анекдоты сами. Он типа не прописал, он типа сам придумал? Да, он анекдоты почему-то не прописал. Он написал там «хватит лить муку». А, кстати, да? Да. А, это да. Хватит лить муку. Лить Да не муку. разливай муку! Что это такое? Да уж, хоть не сгорело. Жестко. И из них летит конфетти. Чего? Что это такое? Вот ты Пудинги понимаешь? начинают прыгать. Чего? Кто это придумал? Чат ГПТ. Я думала, интеллект сейчас заменит людей. Нет, если, ну, типа, у нас... Ну пока нет. Да, пока нет, это еще долго ждать. Конец. Все? Все. Ну а дальше я показал ему сам скетч. Кулинарная забава. Привет, ребята. Сегодня готовим шоколадный пудинг. Но будьте осторожны, вас ждет сюрприз. У меня есть семейный рецепт. Это будет легко. Как ты это сделал? Надеюсь, мои кулинарные неудачи меня не предадут. Потом они начали готовить пудинг. Ты по столу ложкой водил? Не, это нож типа. А, Кажется, у Марии есть план. Павел, пожалуйста, не разливай муку повсюду. надо было ее в бутылку запихнуть, типа разливай. Время приготовления самое интересное. Но перед тем, как пробовать, давайте расскажем анекдоты о кулинарии. Не знаю зачем, просто давайте расскажем. Теперь Павел. Колобок повесился. Отличные истории. Теперь переходим к главному. Ну, наверное, чат ГПТ так и задумал. Ну, мне кажется, да. Не, мне кажется, надо Нет, было а что сказать, у меня мозг закончился. Пробуйте пудинги. Мария, вообще. Мой рецепт оказался удачным. Да уж, хоть не сгорело.
Что это? Это сюрприз. Да не знаю я. А, Все, как ты видишь, очень познавательный скетч. Вот. Если вам понравился этот ролик, то подпишитесь на канал, чтобы не пропустить вторую часть этого ролика. Также у меня на канале есть много других роликов про нейросеть. На данный ролик я потратил много сил. Спасибо за просмотр. Ё-моё.